Друзья, всем привет! В ремонте Toyota 4Runner будем менять полностью ремкомплект на тормозной суппорт. Состоит он из вот такого кучи поршняков. Диаметр их 45 миллиметров и резиночки. Так, если вы решили все-таки обслужить тормозную систему, сразу говорю, что меняйте все. Потому что оставите какие-нибудь поршняки, на следующий раз, через год придется обратно сюда лезть. Прошлогодние поршники нормально достались, а те, которые оставили, думали, еще походят. Они не походили. Пришлось убивать, обратным молотком их доставать. Так, сняли колесо, теперь разбираем суппорт. Хотел записать полноценное видео, но так у меня и не получилось. Что-то с камерой записи не было. Но зато сейчас на столе расскажу. В первую очередь немножко монтировкой раздвигаем колодки, чтобы освободить тормозной диск. После этого снимаем стопор. Выбиваем два шплинта. Снимаем скобу. Второй шплинт. И достаем колодки. После этого откручиваем крепление самого суппорта. Два болта. И вот вся конструкция. После этого снимаем 4 болта. Раз, два. Так, и видим, предыдущий суппорт у меня разобрался более-менее удачно. Выбивал только два поршенька. А здесь пришлось обратным молотком выбивать. Так, вот здесь стоят резиночки, которые идут в комплекте. Все, это все чистим, вымываем и ставим новый комплект. Для сборки я использую такую пасту для направляющих и поршеньков. Так, ремкомплект. В ремкомплект входит уплотнительные резиночки, стопорные кольца, колпачок на прокачку и две резиночки, которые идут вот сюда. Когда устанавливаем, смазываем, и когда будем зажимать, не забывайте аккуратненько зажимать, чтобы они не выскочили. Но это в последнюю очередь. Так, теперь берем резиночки, смазываем и вставляем в пазы. Резинки уже установил. Используйте руки без перчатки, потому что это намного удобней. И во-вторых, если попадется песок на руки, вы сразу же почувствуете. Так, поршеньки. Вот. Как я говорил, 45 миллиметров они диаметр. Вот в пакетиках таких тоже смазываем. И вставляем. Когда будете вставлять, постарайтесь наружные края не смазывать. Это потом я вам скажу почему. Так что вот, вставили и рукой додавили. Все делаем на всех остальных. Основная трудность во всем этом — это поставить пыльники на место. Так, устанавливаем. Вот видите, здесь широкая сторона, это вниз. Здесь тоненькая, по центру. Вставляем.
Как я говорил, что самая трудность это поставить вот эти стопорные кольца. Что я делаю? Сюда немножко суперклеем капаю и этот пыльник фиксирую с двух сторон. С этой и с этой. Тем самым пыльник уже не слазит. И после этого, так как у меня нету специнструмента, я взял обычные тоненькие для стопорных колец. Одел вот такие медные трубочки, приплюснул их и просто накернил, чтобы это кольцо фиксировалось. Это происходит вот таким образом. Вставляю, они уже никуда не соскакивают, и раздвигаю и одеваю. Вот такая приспособа. Потом сбил эти медные трубочки и использую как обычный съемник. Так, если у вас не с первого раза это получается, не расстраивайтесь. Я уже сколько промучился, только раза 3 с 3-го, 4-го получается. Так что не спешите, аккуратненько, главное пыльник не порвите. Все, сейчас вот 2 колечка осталось поставить, 2 резиночки поставлю и буду собирать. Еще хотел сказать, вот такую пасту использую только для вот таких металлических направляющих. Не те, которые под пыльниками, а вот просто, которые снаружи. И чтобы смазать вот эти полости. Так называемая смазка антискрипна. Вот такая. На этом буду видео заканчивать. Сейчас остается поставить колесо. Всем удачи, пока.